Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за внимание, за участие в обсуждениях, в комментариях. Прямо сейчас Дмитрий Потапенко, аналитик, со мной на связи. Дмитрий, приветствую. Добрый день. Дмитрий, я хочу, чтобы мы с вами попробовали разобраться в ситуации, которая нависла, и, кто-то говорит нависла, кто-то разрешилась, по-разному трактуют, но вот подетально, что произошло с Херсоном. Там украинские военные, там люди встречают украинскую армию, там флаги Украины, картинка праздничная, и это, конечно же, там придает силы, бодрости, такой духовитости всего происходящего. Очень скупые комментарии по этому поводу, кроме официальных. Официальное понятное, да, вот маневр, отошли, другой берег, Минобороны. У Пескова спрашивают, он говорит, у нас есть Конституция, территориальная целостность, а вот эти детали, пожалуйста, все к Минобороны сухо конкретно. Если разобраться, что произошло, что вам бросается в глаза, и самое главное, вот можно выковырять причинно-следственную связь того, что происходит? Я бы сказал, отмотал бы существенно на большее время назад, потому что мне задают вопрос там российские каналы или там, соответственно, европейские каналы, что я честно могу сказать, что я говорю, меня не особо интересует то, что произошло здесь и сейчас, потому что здесь достаточное количество как домыслов, так и, соответственно, спекуляций. Меня интересует вопрос, собственно говоря, а что происходило до? То бишь, каким образом войска занимали Херсон, что там происходило в Херсоне, и, собственно говоря, насколько Херсон даже в рамках войсковой операции находился под контролем России. И здесь начинает как раз всплывать именно то, что каково было стратегическое это решение по захвату Херсона. И было ли верным? И было ли оно необходимым? Там, опять-таки, мы рассматриваем с точки зрения стратегии. Там любого вида стратегии. И вот если мы отмотаем как раз на вот эти шаги, то в целом есть такая не только гипотеза, но и вообще четкий расчет, что в общем, завоевание Херсона не было какой-то особо важной задачей. И на Херсон, в общем, очень мало обращали внимания. Более того, соответственно, поскольку под это было подключено, на мой взгляд, куда больше пиара, чем каких-то, во-первых, экономических рычагов, военных рычагов, то по большому счету, когда мы даже с вами обсуждали недели две назад, что ли, приблизительно как раз о том, мы как раз рассуждали, будет ли оставление Херсона, а мы уже тогда обсуждали оставление Херсона какой-то значимой вехой в работе Владимира Путина, то в данном случае я сразу сказал, что нет, скорее всего, не будет по причине того, что, в общем, это такая точка на карте, которая не очень понятно, зачем в нее было влезать вообще. Понятно, можно отмотать на 24 число и задать вопрос, зачем вообще было это делать. Но поскольку мы все-таки дробим задачи, вот как раз Херсон была очень неоднозначной точкой с точки зрения даже стратегии, которую мы с вами видим. После этого то, что бросается, конечно, в глаза, и это бросилось, наверное, в глаза всем, что сначала у господина Стремоусова исчезает из его боевой машины ремни безопасности, потом проходит, соответственно, темник, в котором есть указания господина Стремоусова, который, как известный и певец, и музыкант, и как бы кому-то это не посчиталось нужным, но он в первую очередь человек, и в данном случае человек погиб. Он активный был, скажем так, проповедник военных действий. Потом оказывается, что после того, как его убирают из средств массовой информации, господин Стремоусов погибает. Причем авария, которая
показывается? Показывается очень однобоко. То бишь видно только разорванную машину с бронекапсулой, но вот всех остальных остатков, ошметков, в целом как-то картина вот показывается под определенным углом. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что у всех сейчас есть мобильные телефоны, и количество фотографий с любого места происшествия, а уж тем более с такого, бывает кратно больше. Поэтому из этого я могу абсолютно четко сделать вывод, что первое, для тех, кто были ярыми проповедниками вот этой партии войны, не очень легкие времена. Причина весьма прозаична, потому что самые одиозные из них в том числе попадают под замес своих патронов. Ну, об этом тоже мы с вами обсуждали, что, в общем, первого, кого начнут списывать, это тех, кто кричал «Ату, волка». Вот. Второе, что сейчас видно попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, которая не получается. Ну и смотрим выступление Владимира Путина, вчерашнее конкретно, где он уже называет Украину, ну и украинских партнеров, он употребляет такую фразу, которую он никогда не употреблял. Но помимо того, что его физиомоторика, скажем так, показывает его все-таки расстроенность, скажем прямо, сим оставлением. Хотя, подчеркиваю, ну, в общем, наверное, не только для зрителей вашего канала, но и для многих других аналитиков, такая ступенчатая подготовка. Сначала мы эвакуируем там 3 километра, потом 10, потом 15. Этапные отводы, так называемые, они свидетельствовали о том, что, в общем, удержать эту территорию не удастся. Поэтому это видно невооруженным взглядом. Вопрос уже, конечно, следующий, как ВСУ будет заходить в город и как оно будет, соответственно, работать, потому что у меня нет ни малейших сомнений, что объекты, ну, помимо того, что мы знаем из официальных источников, то, что мосты подорваны, вот, соответственно, нет ни малейших сомнений, что многие критические объекты критической инфраструктуры либо повреждены, либо заминированы. И поэтому, поскольку Херсон это, в общем-то, большой город, что с точки зрения как раз стратегии крайне важно входить без кавалерийских наскоков. Если, конечно, не хочется положить большое количество людей, техники, ну и потерять какое-то операционное преимущество. Ну, вы знаете, собственно, из таких сюрпризов пока что слышно только о каких-то вооруженных людях, ну, то есть военных, переодетых в гражданскую форму, которая с оружием, но, собственно, эти люди тоже пытаются переместиться вот туда, на левый берег. Как изменится, вот если посмотреть на какую-то перспективу, ну, скажем так, война вот именно в том регионе? Какой она будет? Вот эти пуляния, стрельбы через Днепр, артиллерийские вот эти дуэли. Или все-таки, как некоторые аналитики говорят, что это все большой договорняк и заморозка. Ну, насчет большого договорника и заморозки я не очень уверен, потому что, чтобы появился большой договорняк, должна быть позиция, в том числе и украинской стороны, на этот договорняк. Соответственно, поскольку мы с вами находимся вот в том самом ноябре, о котором много говорили большевики, то бишь о чем мы с вами рассуждали задолго до ноября, как раз любопытно, как наше предвосхищение и наши расчеты превращаются в реальные движения. Это всегда так забавно, когда прогнозы сбываются. Вернее, расчеты, это не прогнозы, будем честны. Поэтому насчет договорника я был бы осторожен в этой части, потому что я не вижу фундаментальных причин именно как раз в этой части, несмотря на то, что я говорю, что ноябрь, скорее всего, это место переговоров. Вот, именно по Херсону я не вижу какого-то особого, скажем, продвижения именно договорных позиций. Но при этом я понимаю, что это серьезный такой удар по партии войны, которая по-прежнему была сильна, которая махала обязательно там оружием, флажками и всем остальным.
Сейчас обороты она не просто сбавила, она сейчас ищет, как говорится, виноватых, конечно, среди вояк. И сейчас будет сложнее, конечно, обозначить генерала Лапина, который был убран, потому что в данном случае операции командовал господин Суровикин. Так его И похвалил и здесь, Пригожин, и Кадыров. Ах, какой молодец, говорят эти люди. да, именно поэтому, ну, потому что как-то было бы глупо, если бы они начали бы его сейчас хаять именно по причине того, что он только недавно назначен. Территория, в общем-то, передислоцирована, насколько я помню, сейчас такой термин применяется. Вот. И в рамках этой передислокации, конечно, сказать, что, вы знаете, что-то вот с управлением в целом всей системой координат все не в порядке. Поэтому понятно, почему они хвалят. Еще не хватало, чтобы они своего же сейчас начали сливать. Угу. Так что с войной? Она будет, ну, скажем так, Будет продолжаться. продолжаться. Будет продолжаться, да, но действительно мы двигаемся к переговорному процессу. В какой он форме выльется, ну вот надо посмотреть, потому что в ближайшие, ну сейчас понятно, что в Штатах прошло, уже подсчитали голоса, приблизительно понятно, что выиграли, что и проиграли демократы, и, соответственно, позиция Штатов будет на следующей уже неделе более явно и открыто демонстрироваться, ну, потому что произошла смена фигур. Плюс ко всему саммит на Бали, на который поедет только Лавров, но не поедет Путин и, скорее всего, поедет Зеленский, ну, в такой конфигурации. Поэтому я думаю, что как раз действительно ноябрь у нас такой действительно динамичный в сторону миролюбия. Подчеркиваю, сразу же осажу наших зрителей, которые там замашут флажком мира, как говорил ранее. Даже если будет подписан какой-то документ, этот документ будет нарушен. Всегда приход к миру – это итерационная модель. Поэтому не бывает такой модели, вы знаете, один раз, но навсегда. Это, знаете, это вам не в ЗАГС сходить. В данном случае придется медленно, но верно к этому к брачному договору идти. Так что пока все в наших расчетных данных, конечно, ну, с метастазами, я, честно говоря, по моим расчетам, ну, что потерь такого объема территории я не рассчитывал. То есть я рассчитывал, что переговорный процесс будет скажем так, на более паритетных основах, а все-таки потери территории и потери контроля ну, достаточно существенные. Потери имеется в виду для российской стороны. Да, конечно. Так, здесь два вопроса сразу, они логичные. Там, что взамен? Ну, образно. Пока ничего. Саша, пока это вся и фишка, что пока ничего. Соответственно, за украинская сторона, если Украина, встать на украинскую сторону, а не на российскую сторону, соответственно, вот этой шахматной доски, то на месте Украины я бы, в общем, не предпринимал никаких шагов к заключению, даже не садился бы за стол переговоров, скажу честно. Ну, потому что какой смысл? Сейчас есть какой-то там успех. Он действительно воодушевляет. Причем это успех, ну, такой значимый, зримый. Не должно быть головокружения от успеха, потому что как это развешивание флажков на зданиях в Херсоне, ну, честно скажу, я бы как-то мишени не обозначал, скажу честно. Потому что все-таки это отход, вот эта артиллерийская дуэль с другого берега, она будет продолжаться, и обстрел это будет продолжаться. Поэтому как-то попраздновали один день, а потом внимательно смотрим в бинокль. Вот, без развешивания флажков и, говорю, обозначения мишеней. Херсон разрушит Российская Федерация. Ну, по большому счету, сейчас то, как происходит, соответственно, конфликт в виде артиллерийских дуэлей, я думаю, что большая часть Херсона будет разрушена, да. Да, прогноз так себе. Но все-таки, если договариваться будет не Украина, а договариваться будут
западные партнеры с Российской Мгм. Федерацией, то как тогда может выглядеть Херсон? Ну, тут очень важно понять, будет ли Западные активно принимать участие. Почему я упомянул выборы и сборище на Бали, именно как раз потому, что там будет сверка часов. Я буду внимательно наблюдать за этим саммитом, скажу честно, потому что именно там, ну, в том числе и кулуарные беседы будут и о мире Украины и России. Насколько они будут активными, ну, потому что здесь должна быть активная позиция, проактивная, я бы сказал, позиция Запада. Ну, вы знаете, я к ним весьма очень настороженно отношусь. По-прежнему их называю сопляжуями, поэтому вот я понимаю, что на их стороне мячик, я понимаю, что они должны это делать, проявлять активность, но также я понимаю, что с какими-то стратегическими идеями у них очень и очень кисло. Они не в состоянии их формулировать. Поэтому все равно будет вот этот такой тини-толкай между тем, что делает ВСУ офис Владимира Зеленского, тем, что делают западные партнеры, и как будет реагировать на все это Россия. Но то, что в каянии Владимира Путина, ну, то есть не было такой уверенности, там видно просто, что называется, по маске лица, и появилась фраза «украинские партнеры», это, ну, я оцениваю как хороший знак для первичных, скажем так, первичных встреч, понятно, не Владимира Путина, а там каких-то третьих, четвертых эшелонов лиц с западными партнерами, а потом уже и с украинскими партнерами. Какая-то странная все равно игра, когда вот день, и день красивый, 11 22 год, и в этот же день обмен, о котором сообщила украинская сторона, россияне молчат. Да и Путин сам, ну вот, молчит в плане конкретных высказываний. За него пытается что-то сказать Песков, за него пытается что-то сказать Медведев. И вот это, наверное, и порождает разную конспирологию о том, что это все значит. Это не конспирология, все существенно банально. Невозможно сейчас, ну, условно говоря, пропагандисты могут переобуться там в воздухе и сказать, что а теперь Украина нам брат-сват, и вообще в целом всю жизнь мечтали работать на Крещатике или там, не знаю, выступать за партию регионов, что называется. Почему бы и нет. Вот, или их пиарить там где-нибудь у себя на кремлевских YouTube-каналах. Вот. Но для тех, кто находится при власти, при реальной власти, сейчас переобуться в воздухе невозможно. Поэтому сейчас такие тени толкай. А у пропагандистов сейчас, вот особенно первые сутки, методички пока не пришли, был разброд и шатание в их телодвижениях. Взрыв дамбы возможен сейчас, и что будет с одним и с другим берегом? Ну, технически возможно, но маловероятен, потому что это создаст существенно больше проблем, чем решит. Причем да, в данном случае для России. Но и что это даст? Какое-то затопление, ну, там, усложнение продвижения. Нет. Я, честно говоря, оцениваю это как возможный вариант развития событий, но не более чем 20-25%. Что вы думаете насчет судьбы тех солдат, которых увели из Херсона? Куда бросят? Недалекие районы боевых действий, то есть это будет там левый, правый фланг. Часть из них, конечно, там попадет в Крым, потому что вообще в целом отвод или передислокация носит характер достаточно какой-то, опять-таки, спорадический. Потому что я каждый раз вот, отлавливаю, в том числе иностранные военные экспертные сводки, что в очередной раз видно, что самым большим поставщиком вооружений в украинскую армию является российская армия. Хочется задать вопрос, а там мы точно воюем? Или мы, попросту говоря, таким изуитским способом украинскую армию обновляем вооружение? Ну, потому что цифры как бы говорят сами за себя. Столько вооружений, сколько поставила
Российской Федерации в украинскую армию не поставил никто. Поэтому плохо то, что бесплатно. Осталось только еще эту технику продавать. И тогда бы это вообще все превратилось бы в опереточную, соответственно, в опереточное событие. Линия по Днепру – это, собственно, цель Путина? Это не цель, это просто естественно, ну, это естественная преграда в данном случае. И, конечно, говорить о том, что это цель, нет. Это именно сейчас, ну, то есть Днепр сам по себе, как, поскольку он широк, как известно, вот, это серьезное препятствие, в том числе и для каких-то штурмовых операций. Поэтому нет, это такая тактическая, безусловно, преграда, которая позволяет вот как раз вступать в артиллерийские дуэли, там, сносить, сжигать Херсон, не подвергаясь практически никаким, там, соответственно, шансам быть обнаруженным или, соответственно, уничтоженным с другой стороны Днепра. Орбан и Эрдоган сначала по отдельности, а потом вместе выступили за начало перемирия. Вот то они как бы переговоры продвигали, а сейчас вот перемирие. Орбан – это тот, который, ну, скажем так, не дал, или там, да, страна, которая не дала Венгрии там, провести помощь 18 миллиардов, теперь это все будут там кредитными средствами искать вот Евросоюза для Украины. Если смотреть через призму политики и денег, действительно все идет и подталкивается вот к именно этому прекращению огня. И что вы скажете по поводу Орбана? Такое, ну, есть такое мнение, что он говорит то, что не может сказать Путин. Не может, потому что этот голос должен звучать как бы из Европы. Ну, касаемо Орбана, мы многократно касались его позиции. Я всегда говорил о том, что насчет его пророссийскости нужно смотреть задолго до Орбана. У Венгрии, к сожалению, за все эти десятилетия не сформирована возможность принятия СПГ, а это фундаментально, и поэтому, конечно, она зависима от российского газа там, фундаментально. И поэтому, конечно, он работает на своих избирателей, работает на свой народ и работает очень правильно. Высказывает ли он то, что не может сказать Путин? Я думаю, что за Путина совершенно спокойно может говорить как раз Эрдоган, вес которого существенно больше, чем Орбан. Орбан все-таки во всей этой системе координат, ну, такой не самый большой игрок, даже, я бы сказал, очень мелкий. То, что все стороны подталкивают к мирному процессу, ну, тут тоже совершенно понятно, потому что потери в качестве зерновой сделки, в качестве, соответственно, там, прочих ограничений, которые есть на сегодняшний день, ну, они же накладываются как-то на Россию, но в том числе и приводят к существенному изменению на зерна, металлургии, энергетики. Ну и же с ним это, в общем, серьезный удар действительно по экономике всех стран. Понятно, что по экономике России там больше, но по всем странам все заботятся о своих странах. А с учетом того, что у Эрдогана ситуация как бы она не разрулилась, и она по-прежнему является напряженной, ему нужно в обязательном порядке удерживать от возможности следующего военного переворота, то совершенно понятно, почему Эрдоган ведет такую позицию. У Орбана ситуация попроще, ему нужно решать исключительно экономические свои вопросы, с которыми, к сожалению, ему там, Евросоюз помочь не в состоянии, да и не хочет. Не хочет и не может, будем честны. Даже больше не может, чем не хочет. Дмитрий, что касается реальной политики, вот эта потеря Херсона как-то изменит ситуацию на оккупированных Россией территориях? Фундаментально скорее нет, чем да, но сигнал для большинства тех, кто работает в администрациях и там особо рьяно машет флажками, ну, все-таки плакаты, которые вывешивались России здесь навсегда, вот они как-то немножко пожухли, скажем честно. Потому что,
навсегда где? Просто проблема-то она глубже. Потому что для многих, в том числе и за далеко, скажем так, от военных территорий, там, или территорий, находящихся под военным контролем, тоже возникает вопрос. Россия здесь навсегда для Курил, для, например, соответственно, Чечни, для Калининграда. Это же серьезный вызов, и поскольку для многих, во многих, к сожалению, регионах присутствует в том числе и региональный сепаратизм, он есть, имеет место быть. В Калининграде присутствует в том числе там, такой немецкость, в том числе и в регионах, которые близки к Курилам, в том числе и движение по поводу того, чьи острова. Но в Чечне я уж не говорю, что, в общем, это было... 2 чеченские войны были этому посвящены. Говорить о том, что там все утихло и успокоилось, как раз подобного рода события на всех территориях приводят к региональному сепаратизму. Это вне зависимости от того, там, как бы, соответственно, что не происходило в реальности внутри. Потому что все может быть очень стабильно в Калининграде, в Чечне, это правда, в Курилах, на Курилах, но при этом все равно региональный сепаратизм всегда был, есть и останется. Так, а какой сепаратизм? Все же мобилизованы. Мобилизованы, даже если всех мобилизовать, даже если мобилизовать все 25 миллионов мужчин, которые там подлежат мобилизации, и указ об мобилизации не был отменен, то все равно из 145 миллионов останется все равно 120. А это слишком много. И более того, сепаратизм начнет цвести и пахнуть куда больше по причине того, что если мобилизовать все эти 25 миллионов и бросить их, соответственно, в мясорубку, во-первых, восстанут, будет бухтеж мамок, бабок и всех остальных. У нас же сейчас идет осенний призыв, напомню, и указ должен быть о демобилизации, потому что мы с 1 ноября находимся в этой ситуации. Так, а должен быть указ? Или опять Путину кто-то скажет, что указ, в принципе, не нужен? Такого не бывает, То есть указ, соответственно, мобилизации и демобилизации – это стандартный процесс с 1 ноября. Он идет в соответствии с соответствующим законом. Вот. Но те, кто уходит в запас, ими же нужно вести пропагандистскую работу на предмет того, чтобы они не уходили в запас, а продолжили, соответственно, службу в вооруженных силах. Поскольку они тоже, в общем, не по пояс деревянные, они тоже хотят жить. И я не понимаю, что сегодня их оставили в этих частях, а завтра в соответствии с приказом руководства, причем не самого большого, они могут быть брошены как раз там в какие-то не самые приятные для них точки. Скажите, у меня на канале есть там профессор Соловей, который четко говорит о том, что у Путина остался только один инструмент – это ядерный ультиматум. Мол, вот мы возвращаем или там себе территории, тут уже может, скажем так, цели ими можно играть, то ли останавливаем огонь, то ли вы отдаете нам там, где мы, россияне, собственно, находимся, а вы, украинцы, ату вас, ату. Иначе мы бросим ядерную бомбу в Киев, или какой-то другой город, и уничтожим какой-то один из городов. Это вызвало бурные эмоции, обсуждения. Мне интересно ваше мнение. Действительно ли Путин готов на это и реально он это может сделать? Я бы разделил первое. Технически, собственно говоря, совсем недавно проходили тактические учения, тактические, на которых присутствовал Путин, и как раз его задача была проверить, насколько вся железка работает. Железка работает, но это не железка про ядерное вооружение, то бишь это все равно про носитель, это первое. Поэтому тут разделить надо. Летают ли ракеты? В общем, особо никто не сомневался. Летают ли ракеты-носители ядерной боеголовки? Да, летают. В общем, тоже особо не сильно сомневался. Будет ли осуществлен пуск? Вот здесь большой-большой вопрос. Потому что с каждым подобного рода, с каждым очередным Херсоном, в общем, любой человек,
которая не Путин же лично будет нажимать кнопку, человек прекрасно будет понимать, а это сообщество людей, вот оно нафига козе баян, то есть оно им надо. Вот, является ли только единственный инструмент это ядерный шантаж? На мой взгляд, нет, не является. По причине того, что существует множество, в общем, возможностей, в том числе и там сносить, не сносить Херсон, усиливать какую-то группировку, сносить или не сносить Киев не ядерными вооружениями. Ну, собственно говоря, как раз блокаут, который происходит в Киеве, и это периодические обстрелы, ну, это вот один из инструментов давления, который может Россия, в том числе достаточно безопасно, практически с территории Беларуси осуществлять, снося, уничтожая Киев. Поскольку Киев достаточно, это большой город, и содержать его без света, тепла и всего остального весьма и весьма напряженно, но это вызывает уничтожение гражданской инфраструктуры, вызывает, соответственно, гуманитарную катастрофу. А гуманитарная катастрофа – это достаточно серьезный элемент давления, поэтому не обязательно только в рукаве еще есть козыри, которыми можно побросаться. Так говорят, ракет все меньше и меньше, и их не хватает. Их меньше и меньше, но они же все-таки есть. Мы же все время вот это обсуждаем. На вопрос, насколько будут готовы задействовать там фундаментальный какой-то, ну, там все оценивают, что истрачено там от 40 до 60%. Неважно, какая цифра. Давайте сойдемся на 50. На 50%-то есть. Из 50, если за 9 месяцев 50% привело к таким масштабным уничтожениям других городов, то явно оставшиеся 50% можно стереть с лица земли Киев. Даже при условии, что попадет всего 10% из ракеты, а остальное подавит систему противовоздушной обороны. Поэтому, ну, все равно количество достаточно колоссальное. Их может быть и меньше, это правда. Но, тем не менее, их более чем достаточно. Дмитрий, я хочу задать вам вопрос о дне. Но не дне календарном, а дне от слова дно. Дно, о котором заговорила Набиуллина. Дно российской экономики. Точнее, как заговорила? Она не захотела о нем говорить. Но все поняли из ее ответа, что очередное дно пробито, есть такое выражение. Это влияет как-то на боевые действия? Мы дошли до дна, и с этого дна нам постучали. Ну, мы тоже это обсуждали, что, в общем, война стоит недорого, и можно пулять еще очень и очень долго, поэтому нет. Несмотря на то, что бюджет будет дефицитом 4 года, деградирует. Об этом вот недавно форум был, на котором выступал Греф, выступал Костин, руководитель ВТБ. Но в целом пуляться еще можно очень и очень долго. Вот это к приостановлению боевых действий не имеет никакого отношения. А на что это влияет? Это влияет на, условно говоря, на их же собственного... Им некомфортно, они говорят о снижении тех или иных потребительских свойств. Ну, это все, говорится, да, по срезании многих инвестиционных программ тех или иных компаний. Но по большому счету, какое имеет это отношение? Ну так, ерунда. Турция начала частично торговать за рубли газ с Российской Федерацией. Выручает, получается? Ну, смотрите, значит, рублей слишком много, и поэтому по данном случае частично рублями-то все расплачиваются. Другое дело, в общем, на внешнеторговый баланс это фундаментально не влияет. Угу. Поэтому это не тот объем, о котором бы имело бы смысл говорить. Все частично рубли используют, но не более того. Иран. Его посетил Патрушев. И после визита, собственно, сообщили в Иране, что
Да вот появляется у Ирана гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковое, держим в уме ядерное. Нет, это не так. Гиперзвуковой не обязательно ядерный, потому что гиперзвуковой это просто скорость доставки боеприпаса, а будет ли оно ядерным, это уже отдельная история. Нет, гиперзвуковой это исключительно про скорость доставки боеприпаса. Нет, с точки зрения физики ничего фундаментально не произошло. Появится ли реально у Ирана соответствующее вооружение, это большой-большой вопрос, потому что в эту секунду как раз сильно напряжется Израиль, сильно напряжется Ирак, сильно напряжется Кувейт, сильно напряжутся Соединенные Штаты. Поэтому рассчитывать на то, что это вот прямо приведет к каким-то изменениям, поэтому я бы сказал бы так. Есть он здесь, да кто же ему даст. Поэтому вот появится ли ракета, да, допускаю. Но надо посмотреть, потому что пока что то, что демонстрирует Иран с точки зрения своих вооружений, даже те, которые он поставляет в сторону России, ну, это достаточно примитивные, но рабочие инструменты в виде, соответственно, вот этих шахидов, которые мопедами летают и уничтожают те или иные объекты инфраструктуры. Что думаете о ракетах иранского производства? По большому счету, это российские ракеты, то есть СССРовские ракеты, которые, попросту говоря, там были. Поэтому насчет их производства я бы был бы очень... В Иране есть мощности по модернизации ракет, но говорить о том, что есть мощности по какой-то массовому выпуску ракет советского производства, ну, я бы был бы в этом не уверен, скажем так, потому что иранская программа, в общем, очень сильно ограничена. А советские ракеты, да, туда поставлялись, и, в общем, это наследие Советского Союза. Другое дело, что Иран, я хочу напомнить, это не очень большая страна. И рассчитывать на то, что там есть какой-то большой запас, нет. Основная логика, если сейчас, ну, наиболее правильно с точки зрения там, российской стратегии, разместить там производство ракет. Туда завозить чипы, потому что ключевой вопрос это именно как раз система наведения, о которых мы многократно с вами говорили в наших с вами беседах и встречах. И вот там наиболее правильно разместить производство. И тогда эти ракеты будут куда более умными, а не просто болванка, которая летит и там взрывается. Дмитрий, вопрос, который, ну, наверное, самый интересный с точки зрения международных отношений. Тут вот в Америке говорят, что Китай побил горшки с Россией. В Китае опровергают, говорят, нет, наше партнерство крепнет. Huawei ушел, но партнерство крепнет. Что это за борьба? Получается как бы борьба за Россию, кто за, а кто против Китая. Сейчас это выходит на первый план? Да, эта борьба, она называется, я бы назвал это борьба нанайских мальчиков под ковром. Поэтому вопрос не борьба за Россию, а вопрос в том, что как Россия, ну, то бишь, как к любому соседу, важно, как этот сосед себя поведет. Потому что как это, СВО или война, она по-прежнему продолжается, и вооружений еще дофига, и как это, совершать множество всякой дурости еще и очень-очень сильно возможно. Но я бы сказал бы так, что вот эта вся история, это не борьба не за Россию, а борьба за свою безопасность, борьба за свои рынки сбыта, борьба за свои технологии. А Россия в данном случае является всего лишь таким infant of terrible, то бишь таким ребенком раздора, скажем так, назову это так, вот, который все время что-то бузит, кого-то дергает, и поэтому в этом основная проблема. Как вы относитесь к утверждению, что если бы, что Путин просто выбрал неправильную цель и жалеет только о том, что пошел в Украину, а не, например, там, Прибалтику, или выбрал бы какую-то другую цель, а пошел бы все равно? Я считаю, что он пошел бы все равно по причине того, что в Украину было очень много вложено. Но все-таки 5 ердов, 5-я служба, которая работала на Украину, с Украиной, во всех смыслах этого слова. С одной стороны мира, ни в одну страну мира не было столько вложено. Поэтому 5 ердов 5-й службы, это существенно. И потом, соответственно, те разборки, которые были.
Нет. Все равно была бы Украина. Так а чем они закончились, эти разборки? Ничем. Потому что формально как бы уничтожить или казнить публично тех, кто обманывал вождя, сейчас невозможно. Это увеличит энтропию системы, а энтропию системы надо понижать. Поэтому нет. Сейчас никаких активных действий в эту сторону предприниматься не будет. Ни при каких обстоятельствах. А что будет с этими агентами? Ну, они так и останутся. Они, скорее всего, останутся изгоями. Вот, и останутся, причем изгоями и в этой итерации власти, и в следующей итерации власти. То бишь, поскольку они, в общем, деньги освоили, другое дело, что я не уверен, что они смогут или их семьи этими деньгами воспользоваться. То бишь, как это? Им надо быть этими деньгами существенно раньше. Сейчас уже, в общем, просто поздно. Банально просто поздно. Дмитрий, я сейчас напоминаю всем, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк, конечно же, написать в комментариях, что вы думаете по поводу всего происходящего. Очень интересно разворачиваются события, я думаю и надеюсь, мы станем свидетелями освобождения еще новых городов, ну и, конечно, завершения войны. У меня финальный вопрос, если уж мы пошли по вот этой «а если бы», «а что бы». Предположим, ну вот просто смоделируем ситуацию, когда Украина выходит на границы 91 года. Донбасс, Крым, то есть берем карту 91 года. Вот если это достижимая цель, вот так я задаю вопрос, то что будет после выхода на границу 91 года? Дальнейшее продвижение вглубь. Ну, потому что в этом-то и есть проблематика, что ни для одной из противоборствующих сторон нет никакого ступора, чтобы остановиться на границе 91 года. Когда как-то Рубикон пройден, мосты сожжены, каждая сторона будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы зафиксировать там или в той или иной точке границу. Поэтому, если пофантазировать, опять-таки, смоделировать ситуацию, и Украина выйдет, понятно, что ВСУ пойдет дальше. Потому что если она имеет такую возможность, то, конечно, она пойдет дальше. Зачем? Точно так же, соответственно, такой же дурацкий вопрос мы задавали 24 числа. Когда есть успех, и ты понимаешь, что ты можешь... Ведь основное, что сейчас движет, ты можешь, ты можешь типа по чужой территории, потому что ты можешь. И тебя не может ничего остановить. Поэтому тут мораль и этика в данном случае вдруг не... Ну, я понимаю, что нам очень хочется рассматривать, что вот по ту сторону, как в советских фильмах. У нас работают контрразведчики, а у них шпионы. Только есть маленькая проблема. С другой стороны шпионы работают. Поэтому если есть возможность идти дальше вглубь, войска пойдут вглубь. Это очень интересное и, понятно, незаурядное утверждение, но ловлю вас, грубо говоря, на слове. Вы говорите, есть Конечно. успех. А какой был успех у Путина 24 февраля? Но он смог, ему никто ничего не противопоставил. Угу. Вот. Успех то, что смог. Да, я могу, я, значит, существую, я могу это сделать, мне никто не указ. Это успех. В партии войны это успех. Это фундаментальный успех. Я могу делать то, что я считаю нужным. Я подобен Богу. Мне никто не указ. Это, власть опьяняет, абсолютная власть опьяняет абсолютно. В данном случае все совершенно прозрачно. Если, как мы обсуждали сегодня, партия войны поредеет, что будет с режимом? Партия войны, если поредеет, то, собственно говоря, ей на смену уже это видно по приходу персонажей, в том числе и в информационное пространство,
ей на смену придет партия реваншистов. Те, кто, соответственно, даже если будет заключен мирный договор, будут думать о реванше. Увеличат количество внутренних репрессий, будут копить силы, и будет следующая итерационная война. А если так анализировать условно, сколько нужно копить силы? А все зависит от какую цель ставить. С чем будем воевать? Тут же очень важно, соответственно, мы сейчас с вами слишком далеко заглядываем, мы можем только открывать учебники истории. А вот в учебниках истории все достаточно скучно. Всегда любая империалистическая война была не одна. Она всегда развивалась именно двухфакторно, двуэтапно. А это Поэтому, война империалистическая? по большому, это же за империю. Поэтому все империалистические войны фундаментально всегда как минимум двухитерационные. Поэтому даже вот книги, которые я там написал, там 37 невыученных уроков и жестокая экономика, там понятно, что в том числе и военные действия проанализированы с точки зрения экономики, но исторические факты вещь упрямая, поэтому всегда двуитерационная система. Дмитрий, у нас национализация прошла Коломойского, и не его одного, побрили. Кто-то видит в этом там умысел какой-то, сговор, опять-таки, что это национализация убытков, а не активов. Кто-то наоборот говорит, что, погодите, у Коломойского и так все было плохо, и, собственно, это его добивают. Но если посмотреть общо, вот в формате нашего разговора с вами на ситуацию, то от военных рельс, да, экономики, политики, почему бы и нет, если на них уже один раз станешь, то очень тяжело. То не слезешь. Что касается, так скажем, я же многократно говорил, что у Украины после окончания войны вектор ультранационалистический и ультралевый поворот. Собственно, отбирать активы – это как раз и есть подобного рода поворот. Принесет ли он пользу Украине? Нет, не принесет. Но избежать его практически невозможно. Потому что для этого должна высочайшая степень осознанности и высочайшая степень понимания, в том числе, как действуют большие системы управления. Поэтому, плюс ко всему, мы сейчас с вами там комментарии вот внизу почитаем. У вас, когда было чуть у вас поменьше подписчиков, было более взвешенных, а сейчас количество ботов, надо сказать, зашкаливают всяческие разумные пределы, но с другой стороны, спасибо ботам, они поднимают просмотры и поднимают, соответственно, цитируемость, за что мы им, безусловно, благодарны как российской ботоферме, так и украинской ботоферме. Поэтому это неправильно, но потому что если вы либо должны быть признавать это по суду, но не в военное время, потому что в данном случае это их имущество. А если вы отбираете, то всегда задается простой вопрос. А где предел-то отбирания? Почему там, например, Коломойский плохой? Не знаю его, может быть, он правда из чади ада. Я его лично не знаю. Но там у него какое-то имущество отобрали. Почему там, например, Вася, Петя или Микола, у которого там, не знаю, машина, дом и там, не знаю, 2 гектара посевных, он хорош. И где тут предел? Вот 2 гектара норм, например, 100 гектаров, это не норм, или уже там начинаем его опять обревать. Поэтому ультранационалистический и ультралевый поворот. Все взять и поделить. Под гиканье толпы, конечно, безусловно, куда же без этого. Людям всегда нравится, когда кого-то обувают, но не их. Они всегда думают, что будут обувать только кого-то там, соседа, Миколу, а его не тронут. Но заканчивается это всегда одинаково. В том числе, потом пишут, Сталин вышла большая ошибка. Если кто не знает, откуда эта цитата, рекомендую посмотреть. Мы в то время были одной страной. 4 миллиона доносов, и товарищ Сталин вышла большая ошибка.
Удачи. Дмитрий, а чем Украина будет отдавать долги? Ничем. У нее нет такого подобного рода возможности. Не отдавать долги, не платить за восстановление. В этом-то и проблема с не только 9 месяцев, но и задолго до 9 месяцев. Мы ведь, когда мы обсуждали в условно мирное время, то бишь без открытого конфликта, с SEO-клубом и Яной Матвейчук с ее прекрасным каналом, соответственно, «Бизнес-фея», экономику Украины, и более того, до выборов Владимира Зеленского, я говорил о том, что Владимира Зеленского при наличии, при том, как Коломойский создал прекрасный кейс, политтехнологический фильм «Слуга народа», а Порошенко его пропустил, вот, чего он не должен был делать, сразу могу сказать, у него был очень короткий промежуток, когда Владимир Зеленский мог, первое, договориться с частью олигархов, а часть олигархов удавить. Вот, соответственно, российско-украинская война привела к тому, что Владимир Зеленский ни с кем договариваться не стал, он, попросту говоря, сейчас давит тех, кого мы называем ошибочно олигархами, хотя они просто обычно финансово-промышленная группа. Потому что никакой национализации в природе не существует. Ну, потому что все равно управляет никакой не народ, а управляют чиновники. Просто из частная собственность превращается в чиновничью собственность, никакую не государственную. Государство это совершенно про другое. Государство это функция, как говорится, исполнения законов, не более того. Она не в состоянии управлять, тем более, имущественным комплексом. Она никогда этот имущественный комплекс, ни одно государство не создавало. Его создавали всегда исключительно труженики и предприниматели. Никаких государств в природе не существует в этом контексте. Поэтому вот перспективы этого всего достаточно жесткие, скажу честно. Я благодарен вам за эту беседу. Спасибо большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, время действительно сложное. Много есть поводов порадоваться, но давайте все-таки сохранять бдительность и беречь друг друга. Не пренебрегать сигналами воздушных тревог и анализировать, что будет дальше, где мы, на каком этапе и какого этапа ждать потом. И через этап тоже думать, что нас ждет. В этом, собственно, и помогает мой канал. И спасибо большое за то, что на него подписываетесь. Увидимся.